Да, я побывал в Сочи в стене. Каждый раз, когда мы думали, что нашли решение, все оставалось точно так же. Troubles, we will go to hell. Hold on, do not start just yet. I can feel that nervous beat of sweat. Control, 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 control. I've got no. Вот, наконец-то, мы и добрались до кульминации сезона, до финала. Финальной стадии очень непростого, нелегкого, амбициозного, эмоционального сезона. На самом деле, где-то за недели 2 до выезда на этап я выделил специально время в офисе, я сел, меня это заняло на самом деле там часа 2 или 3. Я посчитал все возможные шансы для команды. Карты сошлись к тому, что если хотя бы 2 пилота пройдут в топ-16, независимо от того, как выступят другие команды, для команды это уже будет чемпионство. Я это посчитал, запомнил и никому не говорил. Все равно все должно было решиться здесь, на финале, и от этого не менее интересно все должно было произойти. Безусловно, Сочи просто невероятное место. Здания, сама трасса очень крутые. Видно, что были потрачены большие деньги, и этот трек для Формулы-1. Как по мне, то это просто что-то очень похожее на искусство. Я прилетел в Сочи не один. По сути, это впервые, когда я добираюсь в Россию не в одиночестве, не считая нашей поездки с Джеймсом. Со мной моя девушка Кори и брат Конор. И это очень круто иметь свою группу поддержки на этапе. Впервые, наверное, в своей не особо богатой карьере я действительно сильно переживал. Я точно помню, что я не переживал так сильно ни перед каким из этапов или соревнований до этого. Я четко помню, как это началось. Это началось примерно за неделю до выезда, когда мы начали собирать ребят в техничках в путь. Уже пришло осознание, что вот оно уже скоро все состоится, и в финале все решится, и ставки очень высокие. Было понятно, что может же всякое произойти, правильно? Может произойти от хорошего исхода до полного провала, который наша команда уже испытывала, да, и шансы потерять все, они также были, поэтому действительно страх и мандраж, да, он имел место быть. В четверг было запланировано мероприятие. Нам нужно было сняться в маленьком ролике для энергетического напитка Drive Me. Вот, в общем, мы погрузили Lexus и Altezу и с Дэном поехали на Красную Поляну. Подснять кое-какой материал, покрутить пятаки. Буквально там пару раз прокатились, и я начал замечать, что с мотором что-то не так.
начала отсечка какая-то на 4500 срабатывать, и оказалось, что это защита вот, по давлению масла. Довезли ее до техпарка, вот, начали смотреть там, в чем причина. Вытащили фильтр масляный, а он оказался весь в стружке. Ну и, соответственно, мы поняли, что нужно снимать поддон, смотреть, что там с вкладышами. Это был четверг перед пятничными тренировками. Ну и снимаем поддон, и у нас почти не оказалось вкладыша на втором цилиндре, на втором штуне. Ну и, соответственно, мы махнули двигатель. Был страх, что и этот мотор, который мы поставим завтра в пятницу, он опять ляжет, и что мы будем делать тогда. Могу сказать откровенно, что были даже варианты затехсходить до мира. Дамиру собрали мотор 3.4 строкерный, на каком едет Лосев и какой стоит у меня. Мне вообще хотелось, чтобы Дамир попробовал этот конфиг. И мне было интересно, как Дамир совладать сможет с более объемным мотором. Ну и, как показала практика, Дамир тоже был доволен. Тренировки, кстати, прошли более-менее спокойно, продуктивно. С машиной проблем не было, все шло ровно. Мотор работал, что странно. Вот. Ну, я шучу, конечно, но... Короче, с мотором не было проблем, тачка управлялась. Еще я перед этим этапом поставил 2 насоса ГУРа электрических. Она управлялась вообще волшебно, поэтому я, короче, ездил и наслаждался. Я в пятницу выехал на тренировку, и с первого круга я врезался в стену. Евгений Игоревич поехал и попал на пыль. Его затянуло в стену. Произошла классическая жопа-морда. И, собственно, машине действительно очень серьезно досталось. И весь последующий тренировочный день она провисела на козлах. И заменили практически всю подвеску, и заменили редукцию, привода. Но на самом деле очень много чего пострадало. И со стороны многим казалось, многие даже писали в директ, почему вы не выпускаете Лосева, там же не сильный удар. Но по факту можно перечислить целый список на 2 листках А4, сколько всего в машине поменялось. И более того, я скажу так, что после такого серьезного удара в полевых условиях машину невозможно вернуть в исходное состояние. Там немножко ушел задний подрамник, немножко сыграл передний подрамник. Геометрия машины была нарушена. Да, ребята после того, как все восстановили, они съездили на станцию развал схождения и выставили все параметры по рычагам, но геометрически машина уже не была столь идеальной, как до удара. Я пока отключусь, тут очередь. Все, принял. Ты с кем поедешь? Поехали со мной, Дамир, и очередь быстрее пройдет. Поехали. Первый, да, стартую? 3 сам. Поехали, первый.
И я тут же вспомнил 2019 год, как они парно ехали в топ-32 и чем это все закончилось. Почему-то все вот эти параллели, они действительно так или иначе в голове всплывают. Встаем на старт. Ну и как бы у Дэна, я так понял, постоянно чуть нестабильная постановка. Ну, то есть он ползает мордой, и он из-за этого чуть раньше ставится, ну, чтобы оставить себе запас. И тут, видимо, он в заезде со мной решил чуть позже поставиться, вот, типа, ну, жирнее проехать, хотя этого абсолютно не нужно было делать. Вот. Но, в общем, я за ним разгоняюсь, и после постановки мы открываемся, я понимаю, что что-то идет не так. Дэн, ты т***ел? Я очень сильно уебал. Головой ударился? Да, вообще. Жестко, я пиздец чудом отрулил нахуй. Просто чудом. Да, я побывал и в Сочи в стене. Как выяснилось, потом переразогнался. Скорость была за 170. Это многовато. И я просто взял немножко широкий вектор, попал на то место, где никто не ехал. И, в общем-то, мне не хватило зацепа, чтобы отъехать от стены. Плюс на мне висел Дамир. И я понимал, что Дамир висит сзади. И я боялся, что будет бутерброд. И я тормозил уже осознанно, въезжая в стену, но так, чтобы Дамир увидел это и сумел отрулиться. И Дамир молодец, красавчик. Дамирка увидел это, отрулился. И мы сохранили целую альтезу. С машиной Дениса, на самом деле, далее всю ночь, также с пятницы на субботу, было очень много работы по восстановлению именно металлических частей. Подвеска там не очень сильно пострадала, но вот чтобы машину вернуть в былое состояние, у ребят потребовалось тоже немало сил и времени. На тренировках, как я уже сказал, мы пытались разобраться с возникшими проблемами, особенно с той, происхождения которой мы не могли понять. Каждый раз, когда мы думали, что нашли решение, все оставалось точно так же, как и было. Я проехал 6-7 кругов, но мы так и не смогли понять, что происходит. Это было полнейшей катастрофой. В субботу перед квалификационными заездами есть всего лишь 2 проезда, когда ты можешь финально попробовать полотно и машину. С учетом того, что толком не потренировались в субботу из-за крэшей, я очень рассчитывал на 2 прогревочных проезда. Но когда выехал на первый прогрев, понял, что не работает рулевая рейка. От удара там были тоже определенные проблемы. Но Гашанчик быстренько все заменил. И, в общем-то, на квалу я выезжал, по сути, в первый раз. Поставил перед собой задачу первый заезд просто проехать, собрать какие-то понятные баллы, постараться не сильно ехать близко к первой стене, потому что это могло быть рискованно. Ну а дальше постараться все максимально четко отработать, что, собственно, и сделал. Очень был доволен проездом, что сумел справиться. У меня не супер хороший заезд был квалификационный. Второй. Первый еще более-менее, и то по траектории были вопросы на самом деле. Просто я ехал в 5-й группе и, наверное, там же все по нарастающей идет, то есть от первой группы до последней. Вот, я ехал в 5-й группе и, видимо, никто до меня там такого эмоционального заезда никто не показал.
Ты кайфанул от заезда? Да, кайфанул. От самой подстановки, нахуй. Стало пиздец жирно, братан, вообще. Не, проезд отпьешь. 95 баллов, брат, 95 баллов первое. Было очень много комментариев о том, что Дамир заслуженно, незаслуженно взял эту квалу. По мне так Дамир в этом сезоне доказал, что он на самом деле, наверное, является королем квалификации, потому что столько квал, сколько он взял в этом сезоне, не брал ни один пилот, поэтому я думаю, что вопросы тут излишни. Особых сложностей в топ-32 у команды не было. Наиболее, наверное, интересной парой был Алексей Головня и Денис Мигаль. И когда я увидел свою сетку, что у меня в топ-32 стоит Головня, и он крутой пилот, у него неплохой темп, за ним интересно всегда ехать, но вот этот рваный ритм, он, конечно, заставляет очень сильно тебя работать, и ты абсолютно не понимаешь, чего ждать от заезда, это вообще какая-то фортуна такая. Поэтому, в общем-то, в прошлом году я постарался дать бой, а в этом году я выиграл, так решили судьи. Я очень рад. Я не знаю точно, как это смотрелось со стороны, но мне за ним было очень непросто ехать. Я был готов, в топ-32 я выехал, я стартовал вторым, так как отквалифицировался плохо с Кондратенко. Это неплохой пилот, чемпион Беларуси, и едет он неплохо. Я стартовал вторым в этом сете и был на самом деле не в плохой позиции, так как я до этого рассказал, что экономия шины 100%. В принципе, неплохо проехал, почувствовал себя уверенно, что автомобиль у меня исправно работает, более-менее, все как бы хорошо. Не идеально, но в принципе какие-то моменты и параметры я попал. Топ-32 мне попался, точнее, я попал на Репьева, он занял 32 место. Вот. Ну, на самом деле, это довольно-таки волнительный момент для меня был, потому что это топ-32 в 5-й раз, и я надеялся, что наконец-то в этот раз я пройду в топ-16. Вот. Ну и, в принципе, так и произошло.
соперник, получается, по-моему, он что-то выравнивался. Короче, вторым номером провел плохой заезд. То есть я первым номером более-менее стабильно проехал. Вот, мы поменялись местами, и я за ним как бы тоже проехал, а он еще в шпильке, по-моему, первым развернулся. Вот. Ну, поэтому, в принципе, без особых сложностей я пробрался в топ-16. Вот, и таким чудесным образом я завершил субботний день. Дамир прошел в топ-16, я четко помню момент, когда... Там достаточно очевидно, на самом деле, он прошел, но мы все ждали судейского вердикта, вот этих вот ступенечек в трансляции, и когда я их увидел, я помню прекрасно, что я Дамиру по рации сообщил, что Дамир, все, ты официально в топ-16, и Дамир в ответ не без словца ответил, что он очень рад этому, безусловно. Топ-32 был против пилота на Е36. Я думаю, что он мог бы проехать чуть лучше, он явно не выложился в этом заезде на полную мощность. Может быть, его немного смутило, что он едет против второго места квалификации. Не могу сказать, что для меня это был сложный заезд. И для нас, как команды, наиболее важным было все-таки в первую очередь выиграть командный титул. У Джека машина не совсем в порядке. Я хотел битвы. Я не знал, что там произошло. Ну и все, думаю, блин, все, вот оно. Но не тут-то было. One second. Can you hear what he's saying? No. We can't understand what you're saying, Jack.